Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационное. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. И вторая половина года принесет в нашу жизнь новые горизонты, энергии, вообще новых желаний. Этот период может стать временем глубокого переосмысления отношений, решения бытовых вопросов также. И почему это происходит? А потому что осенью у нас окажутся 6 планет в ретро-движении. А ретро – это всегда своеобразное дежавю для наведения порядка. И, может быть, придется в некоторых темах несколько замедлиться для того, чтобы, оглянувшись назад, окончательно убедиться в правильности выбора. И у нас будет две планеты очень важные, которые именно больше за день сегодняшний отвечают. Венера и Меркурий, ваша планета-управитель. Так вот, Венера у нас будет в ретро-движении, в обратном, с 3 октября по 14 ноября. И обнажает кризисы в любви, в финансах, кстати. И этот период может стать возвращением бывших или экс, как мы говорим. Но еще и ретро-Меркурий. Почти одновременно они идут, но вступает в фазу ретро-Меркурий несколько попозже, с 24 октября. И по 13 ноября, ну как минимум 3 недели, они как будто будут путешествовать вместе, да. А ретро-Меркурий это всегда какая-то классическая путаница. И вместе эти две планеты накладываются на более важных игроков, которые тоже находятся в ретро-движении. Такие судьбоносные планеты, которые нам приносят, как мы говорим, кармические перемены. Это у нас Плутон, Сатурн, Нептун и Уран. Представляете? Вот вторая половина 2026 года, она такая знаменательная, да? У кого-то может совпадать период как идеальный шторм. Но это для того, чтобы больше было порядка в нашей жизни. А по части порядка вам равных нет. Вот давайте узнаем. Начнем мы с нашего цыганского старинного пасьянса. Ух, как здорово. Смотрите. Перемены. Когда выпадают часы, это всегда перемены. Причем добрые. И это первое значение. Это буквально, может быть, граничит где-то с августом. Может быть, перезагрузкой в августе. У нас ведь коридор затмений для тех, кто открыл этот расклад именно сейчас, когда я его делаю. Но тут всегда, когда выпадают часы, это, знаете, какая-то прежняя, да, история, причина или первопричина чего-то. Вот выходит на поверхность, может быть, и обнажает действительно те темы, в которых нам нужно навести порядок, но уже перемены как будто происходят в вашей жизни. И это ведет к какой-то развязке, причем не какой-то, вот конкретно нам уже говорят, прочному союзу. Личная жизнь, значит, может быть решена для вас не то, что в каком-то практическом, прагматичном более ключе, а я бы сказала еще из позиции эмоций, причем добрых, совпадает, смотрите, кот. А кот это у нас всегда флирт, хорошее настроение. Это где-то бабочки в животе, мои дорогие. Для кого-то, для тех, кто один или одна, это может означать новый человек и новое знакомство. Но тут не все так однозначно. Совпадает еще и маска. А маска это всегда тот человек, который себя не выдает. Да, как будто он больше наблюдает, так приценивается. И вполне вероятно, в вашей жизни есть еще нерешенные вопросы, может быть, разные контакты такие, да, когда вы сами не определились. И если по части новых встреч, знакомств, ну, где-то карта может нам подсказывать, что ты, дева, будь поаккуратнее. Здесь не все так однозначно. Но ведь маска это может быть и ситуация, когда советчики, правда, дают нам советы в кучу, которые нам не нужны. И, видимо, есть какое-то решение, которое вам нужно принимать самим. Более того, здесь может быть и правда тот человек, который выдает это, ну, к примеру, говоря, я тебе это советую из добрых побуждений. Или я же за тебя переживаю, вот нужно поступить так-то и так-то. Хотя я не представляю, зачем деве советы девы сами. Очень, правда, знак зодиака, который очень мудрый.
Но всяко бывает в нашей жизни, это на самом деле. И, кстати, вам подсказывают даже карты, я вот сначала не заметила. Мы можем с вами сложить, я уже не буду складывать, но у нас совпадает мельница. А мельница – это пустые разговоры. Ну вот буквально я только заметила, но все то, что я передала, что как разговоры ни о чем. Или советы постороннего, которые никому не нужны. А есть такие люди, которые, вот как я говорила, выдают это как что-то особенное или доброе, а по факту завидуют, мои дорогие. Поэтому держите сами маску за пазухой. У вас действительно лебедь – это верность, любовь, поэтому у кого-то это может быть как развитие отношений, да, это может быть и ваше состояние влюбленности, но все-таки ведь верность, искренность. Поэтому для кого-то из вас вторая половина 2026 года будет способствовать, да, может быть, вот эти все транзиты для того, чтобы вы с чем-то определились. И если мы говорим, это не про страсть, но это про тех людей, пусть это один человек, кому мы можем доверять. Вот это тот, кто нас не предаст. Может быть, переоценка людей, переоценка взаимоотношений у вас будет сама по себе, да? Ну, перемены где-то это включают, но в конечном-то итоге к чему перемены? Якорь, чтобы было больше понимания, больше ясности и меньше каких-то скрытых и ненужных сюжетов. Ну, очень все значения, я бы сказала, для вас очень добрые. Причем происходит это все, смотрите, в нашем, напомню, пасьянсе мы можем соединять карты, которые выпали в крайних рядах. И у нас совпадает свеча. А свеча – это спокойное течение жизни. И стало быть, даже если приходится сложные темы какие-то, да, вопросы решать, но это не режим синкопы, да, то вверх, то вниз. А здесь это в более спокойных тональностях. Или когда, ну, как, знаете, по мере поступления, хочется сказать, один вопрос вы решаете последовательно, потом второй и третий. Не могу сказать, что мы здесь чувствуем себя, словно, вот есть такое выражение, на стреме, да, когда постоянно приходится держать руку на пульсе. Ну, может быть, у кого-то это совпадает, но в принципе, мои дорогие любимые девы, вы будете отмечать, что вторая половина 2026 года, она, ну, не требует от вас вот этого жизненного галопа. Что-то будет определенно поспокойнее. Ладно, пока с вами говорила, пересматривала, что мы можем еще соединить. Откровенно говоря, не вижу. Поэтому пойдем дальше. Это нам подсказали карты старинного цыганского пасьянса. Давайте, у нас две колоды в Чару-маркете. И первая – это колода Ленорман. Первую карту, которую мы с вами достанем. Что или кто появится неожиданно. И это может быть как и человек. Ситуация, ну, может быть и какая-то проблема, да, все-таки мы говорим, дежавю может быть. И что прояснится? Следующая карта. Что спешит в вашу жизнь? Что уже практически на пороге и совсем скоро будет явно, может быть и так. Войдет уже, да, готовится войти. И теперь мы достанем на 3 позиции. Первая позиция – это для тех, кто в паре. У кого, в принципе, все определено, ну, так относительно спокойно, стабильно. Для тех, кто один или одна, давайте узнаем, состоится ли новое знакомство. И для тех, кто в сложных отношениях, каковы энергии. А время второй половины 2026 года – прекрасное время, чтобы услышать друг друга и, может быть, совершить эти почетные компромиссы. Итак, что внезапно? Или кто там будет в вашей жизни внезапен? Вообще волшебный аркан Солнца. Мы всегда говорим, карта выбора правильного направления. Вы тут сами будете с чем-то определяться. И не случайно у нас выпал аркан, точнее значение часы добрых перемен. По Солнцу тут ясность сама по себе. Поэтому что появляется внезапно? Да тут проясняются многие вопросы. И хоть у нас расклад на личную жизнь, но личная жизнь не всегда про любовь. Иногда это личные амбиции, да, это то, ну, как, что мы называем самореализация. И здесь, я могу сказать, могут проясняться вопросы у кого-то попутно. Все-таки и работы, может быть, важных контактов, вопросы, связанные с документами, вопросы, связанные с перемещениями, поездками или вообще каким-то глобальным переездом. Может быть, это все-таки Солнце, да. Здесь может быть еще такой момент, когда
вы прежде на что-то не решались, или, ну, как-то не складывались события, или ясность, опять же, по какому-то отдельному вопросу не приходила, а пока не завершу, как будто не могу идти дальше. И карта Солнца будет говорить, что тут вот как пространство само стремится некоторые итоги подвести в вашей жизни, или, может быть, так складывают события, какие-то и контакты, не без этого, когда каждый ваш шаг будет иметь судьбоносное значение. Будьте внимательны, потому что 6-8 месяцев вам придется быть в этом режиме. И стало быть, это где-то с учетом ретро-урана. И, может быть, с заходом по февраль на 2027 год. Тут, правда, я могу сказать, что есть те темы, которые будут решаться постепенно. Вот, правда, не торопитесь. Здесь сама судьба вам помогает. И даже если не решилась, допустим, до конца 2026, и есть, по крайней мере, возможность январь-февраль 27-го как раз уже получить какой-то результат. Дорога к Солнцу – это всегда что-то волшебное, это всегда то, что приятное, это то, что нам нравится, мои дорогие. Ну, давайте мы узнаем, с чем это будет связано. Может быть, нам подскажут хотя бы сферы жизни, да? Что или кто появится неожиданно? А по этой карте у нас глаза разбежались. Кстати, по этой карте идет прокрастинация. Но почему прокрастинация? Потому что вариантов много. И карта Солнца говорит о том, что тебе придется выбрать что-то одно. Вам придется, мои дорогие, среди вороха возможностей, да, может быть, их и много. Или вы видите, где-то предчувствуете, по этой карте это тоже проходит. Мы воодушевление испытываем. Нам кажется, что сейчас где-то море по колено. Вот, кстати, такое может быть ощущение. Но ваш как раз знак – это люди здравомыслящие. И здесь выбор вам придется сделать. И не дожидаться того, что этот выбор кто-то сделает за вас, я бы сказала так. Все же карта говорит не о том, что мы ждем, да, что это вот именно как погода изменится, а вот тогда и я буду действовать. Нет, тут нужно понимать, куда я иду, да, но если это касается вас, у вас будет какой-то выбор. Причем выбор будет сделать именно сложно. Почему? Потому что есть возможности. Вам может казаться, что, ну, попробую это, допустим, но не вижу, как это закончится, да, или как это будет развиваться. Попробую что-то другое, а вдруг там меня еще за поворотом третье ждет, и это будет нечто более ценное. Вот в этом может быть сложность выбора. А в какой сфере жизни? Здесь это будет связано скорее всего, с конкретным человеком. По рыцарю Пентакли это те люди, которые нам могут чем-то помочь. Все-таки Пентакли здесь больше земные энергии, ваши. И это может касаться как и денежные темы, которые не были решены до этого времени, или взаимная какая-то договоренность, или взаимный интерес по финансам. Но это вы не одни. Это есть абсолютно точно какая-то персона в вашей жизни, может быть, это и финансовая тема. Ведь когда эта карта в моих раскладах выпадает, по крайней мере, всегда об этом говорю, есть тот, кто нам может либо помочь вот именно финансово, да, и неважно, с чем связано, либо с тем, что кто-то хочет закрыть кредит, или наоборот, вы хотите взять ипотеку, и вам нужен поручитель, или это вообще совпадает больше с документами, и вам нужен человек, может быть, даже такого высокого ранга чиновник, который знает, как правильно оформить, или человек, знающий, который был в подобных ситуациях, как и ваша, и вас может понять, и тогда вот есть какое-то взаимодействие. Здесь не совсем про любовь, тут, скорее всего, ситуации, да, вам это нравится. Может быть, это будет помощь исходить от того человека, кому нравитесь вы, мои дорогие. Кто влюблен в вас, я этого тоже не исключаю, все же мы на личную жизнь. Значит, есть те вопросы, которые могут касаться и личной жизни, и ваших собственных интересов. И в этом будет выбор. А на кону ваше солнце. Давайте достанем карту совет. Вот по таким внезапностям, как быть деве? Идти вперед. Карта перемен. Это вот как раз про эти часы. Но какой-то очень правильный выбор вам предстоит сделать. Причем карта дает совет. Не оглядывайся назад.
Поэтому нет возврата к прошлому. Возврата к прошлому — это не значит, что мы крест поставили на каких-то отношениях. Есть и люди, на которых мы не можем этот самый крест поставить, потому что мы их не можем исключить. Это наши близкие или коллеги, соседи, да. Ну, может быть, и есть какая-то история, но все-таки карта будет говорить о том, что нам придется как на новый уровень, да, перемены, ведь они как раз и происходят за счет того, что мы что-то могли пересмотреть, то, что шло в определенном контексте до этого времени, а теперь новые совершенно возможности, порой, скажу, с этой картой врываются в вашу жизнь, и нам придется что-то переделывать на ходу. Вот, кстати, я такое не исключаю, но тогда ход этот будет все равно относительно спокойный. Значит, если даже прежние отношения, но, может быть, есть и компромиссы, и есть и пересмотры. Как знаете, время меняется, оно меняет нас и заставляет в некотором смысле или в некоторых сюжетах жизненных изменить отношение к чему-либо или кому-либо. Вот, видимо, вам это придется сделать однозначно. Но есть то вот по двойке мечей, что, ну, сложноват все-таки этот выбор. Давайте мы узнаем, а что же прояснится? А вот ту тайну можете узнать. Кстати, с конца августа, да, у нас благодаря лунному затмению в знаке Рыба, вот рыбы нам приносят вот с этим лунным частичным затмением тоже своеобразный символ ясности. Причем любое затмение может проигрываться до 2-3 месяцев после его уже самого. Поэтому, может быть, и у вас где-то постепенно, да, и сентябрь, и октябрь, и ноябрь. А у нас ретро-Сатурн до 11 декабря. Вот представляете, тут дистанции, они такие размытые немного. Поэтому тут тоже мало-помалу может проясняться какой-то вопрос, который будет связан, может быть, с чьим-то обманом. Мои дорогие, то, что вы не знали, все-таки аркан мыши, это всегда, знаете, это какой-то вред или урон. Причем это не есть что-то глобальное, потому что мыши мелкая пакость, да. Как только мы не смотрим, значит, тут сразу какие-то действия разворачиваются. Это как в поговорке: кошка с дома, мыши в пляс. Вот и тут мы чего-то не увидели, или что-то не доконтролировали, или где-то расслабились, и вот оно пошло-поехало. Давайте проясним, с чем это может быть связано именно из разряда того, что будет в вашей жизни более четким и ясным. Это что-то о самих, мои дорогие. Почему я так говорю? Хотя я, конечно, не исключаю. Во-первых, это карта, ну пусть не это колода, и тем не менее. Это символ Меркурия, карта мага. Но есть колоды, где в правом верхнем углу конкретно либо близнецы, либо Дева и близнецы. То есть вот эти два знака зодиака, ваша планета-управитель, именно Меркурий. Поэтому это могут быть люди, которые по асценденту, например, да, либо близнецы, либо Дева. Либо это вы сами, какой-то ваш вопрос. Кстати, я не исключаю, что, может быть, это ваша была многоходовочка мыши, да, когда вы начали участвовать в каком-то деле, к примеру, да, и часть информации была скрыта. А потом прояснение прошло, да, или шаг за шагом вы каждый раз что-то новое узнаете, и где-то, оглядываясь назад, думаете, а зачем мне это было вообще нужно? Вот это будет проясняться. Я не исключаю тут какая-то задача, которая у вас будет именно проясняться. Когда вы видели какую-то тему, сюжет, проблему, может быть и по отношениям, но вы видели как-то по-своему. Здесь явно будет информация какая-то дополнительная. Все не совсем так. Вот именно все не совсем так обстоит, как это вам казалось вначале. С чем это связано или с кем? У кого-то может быть связано со страстной любовью. Кто-то из вас будет прояснять именно отношения. У кого-то может ограничить именно общение само по себе и материальные вопросы. То есть мы говорим чувства и интерес. Здесь, правда, будет проясняться, знаете, если уж мы смотрим на личную жизнь, такие персоны, когда вы себе задаете вопрос, во мне человек просто заинтересован, а мы говорим, интерес сегодня есть, а завтра он пропал или поменялся, да? И совершенно другое – это искреннее. Это то, что
Ну, это не сыграешь, да, это не то, что способно меняться, да, со временем, ну, может быть, и происходят такие метаморфозы, но все-таки это больше говорит как раз вот об этом лебеде, который выпал, да. Вы можете задавать себе такие вопросы, могу ли я этому человеку доверять. Вы можете искать сами, кстати, информацию. И вот здесь будет у вас проясняться, может быть, и конкретно королева жезлов – это тема, которая касается людей, и человек рожден или, опять же, имеет асцендент под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или асцендент, да. Но, может быть, это еще и какая-то тема, которая касается дела, работы, бизнес и деньги. И даже если мы, опять же, возвращаемся к личной жизни, что прояснится? Вы видели с позиции чувств какую-то историю. Будьте готовы, вы можете что-то узнать, вот как тайна, повторяюсь, да, что была недосказанность, может быть, со стороны конкретного человека. Будьте внимательны, тут какая-то ваша тайна, она тоже может всплыть. Поэтому держите руку на пульсе. Что спешит вашу жизнь? Ну вот как это двойка мечей, да? А здесь у нас, тем не менее, соответствует даме бубен. А дама бубен – это, по сути дела, вы или дама пентаклей, да, королева пентаклей, как мы в Таро говорим. Здесь будет вот какая-то совершенно новая история, сюжет по части финансов, это факт. И вы знаете, что спешит? А вот, видимо, этот вам выбор будет сделать до конца года необходимо. Мы как половину пути прошли. И вот теперь мы не можем в две стороны идти. Значит, есть однозначная какая-то жизненная история, в которой вам придется делать вот этот самый выбор. И тут, знаете, я могу такую подсказку вам добавить. Очень интересно, потому что я писала гороскоп именно астрологический на своем сайте. Вы можете прочитать, зайти, прочитать на мой сайт, и, может быть, подсказок просто будет больше. Никогда не знаешь, где ее найдешь. Так вот, именно эту карту я к гороскопу прикрепила, да, к своей статье. Потому что коридор затмений у нас, знаете, как выносит на поверхность некоторые темы, которые нам придется как раз-таки решать до конца 2026 года. И что стоит у причала каждого дня до конца года? Может быть, карта подсказывает, что именно в августе активизируются какие-то моменты, вопросы, сюжеты, и это будет важная подсказка того, чем вам придется заниматься до конца года, мои дорогие. Или с чем будет связан этот выбор. Давайте я достану дополнительные карты, но здесь без этого выбора как будто на лад дело не пойдет. Это, скорее всего, было связано с тем, что вы на что-то надеялись или вы чего-то ожидали от конкретного человека, да, или от конкретной какой-то ситуации, что она у вас решится в вашу пользу. А на самом деле, что спешит в вашу жизнь? Умеренность. А тут что-то не решилось. Или сложилась какая-то история, когда вы пошли на какой-то шаг в надежде на то, что, ну, авось разберется. Или, в принципе, была или сложилась ситуация, когда у вас не было выбора, выхода, я такое тоже не исключаю. Вот был один вариант, да, и все. Выбор без выбора. Или я соглашаюсь на это, или я этим воспользуюсь, или вообще никак. Вот могла бы быть и такая история, но у вас была надежда на то, что все-таки эта ситуация прояснится. Мои дорогие, это могла быть связана ситуация с конкретным человеком. Вот у кого это совпадает, тогда примите к сведению, что человек ничего делать не будет. Здесь вам придется действовать самим, что спешит в вашу жизнь. Здесь, знаете, какой-то персоне даже выгодно, как вас держать в неведении, я бы сказала. Потому что вы можете столкнуться с человеком, пусть даже это человек, вам кажется, я его очень хорошо знаю. Увы, иногда такое с родственниками происходит. Здесь есть чужие тайны, железно. Но каким-то образом вы участвуете в этих тайнах. И ваша задача, может быть и правда, человек, который, ему есть что скрывать. Здесь может быть еще такая история, когда человек либо имеет проблемы с законом,
либо человек вынужденно находится в каком-то месте, или человек в вынужденных условиях, опять же, находится. А мои дорогие, вот ведь и правда тут какая-то игра. Кто кого перехитрит, кто кого переиграет. И тут, если мы говорим, ну, вот эти две позиции заставляют задуматься. Но есть какая-то персона, которой вы, возможно, доверяли, а ведь оно все так неоднозначно, я бы сказала. Поэтому вам самим придется быть экспертом и принимать однозначное решение. Возможно, есть человек, по которому вам придется как найти дополнительную информацию. Это точно. Здесь могут быть люди, имеющие проблемы с законом, либо люди, которые, ну, может быть, так в обществе, их позиция какая-то странная в обществе, вроде вашим и нашим, да? А толку-то ведь и нет. У вас сильнее позиция будет, мои дорогие. Вам все равно карта говорит, смотрите, последний аркан императора. Когда выпадает эта карта, это организация сама по себе. Поэтому все то, что я говорила, может быть, это как распытать, найти более достоверную информацию, может быть, заключить какие-то договоры, документы тоже, да, какие-то запросы вы будете писать. Вот что спешит, вам нужно решить какой-то вопрос. Причем вы надеялись, что этот вопрос либо через взаимосвязь с другим человеком решится, либо, ну, может быть, с течением времени оно как-то сведется к нулю или к прояснению. Этого не произойдет. Будьте готовы к тому, что есть какая-то тема, она, знаете, такая пульсирующая тема. Вот подумайте, что это у вас такое, с чем это связано. Так вот, мои дорогие любимые девы, это вам придется быть этим императором, когда организовать себя на что-то новое, организовать свою жизнь по-новому. Я не исключаю, ведь у кого-то может быть связано даже с поездкой или переездом. И адаптироваться, по сути дела. Адаптация, можно сказать, приспособиться, правда, как Чарльз Дарвин сказал. Выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться. Ну, адаптироваться, он говорил, литературное выражение. Вот что-то такое у вас, что спешит в вашу жизнь. Значит, мои дорогие девы, есть какой-то сюжет, где он зависит от вас. И может быть, кстати, правда, здесь так нам карты сказали, все-таки у нас была маска. И здесь снова карты о чем-то подобном говорят. В вашем окружении есть человек, который, вот как он выглядит, его нутро, скажем, да, или что он из себя представляет на самом деле, это как два разных персонажа. Научитесь себя беречь по-новому. Может быть, и вам все-таки король мечей это говорит о том, что, ну, как и вам нужно, может быть, отрезать какие-то контакты, которые вам не во благо, и я, по крайней мере, этого не исключаю. Пусть не у каждого это совпадет, но, видимо, некоторые точки пересечения, они имеются. Ладно, давайте пойдем по 3 позициям для тех, кто в паре, для тех, у кого все относительно спокойно, хорошо, а тут и вот оно и будет так дальше. Причем по этой карте самый сильный, говорят, белый медведь, и Чаромаркетти его нам прорисовал. Поэтому у кого-то могут быть в паре именно согласования, документы по разным вопросам, у кого-то финансы, у кого-то недвижимость, у кого-то, может быть, и движимое имущество, у кого-то из вас согласование вообще с чиновниками. Но здесь я могу сказать тогда в вашей паре, с учетом этой карты, вы будете лидирующие позиции занимать. Здесь у вас могут быть, как рождаться в вашей голове совершенно новые планы. Это может быть еще и с каким-то известием от ваших детей. Правда, по нулевому аркану это оптимизм, причем хорошая физическая форма и путешествия. Может быть, какие-то поездки у вас будут на кону, мои дорогие. Для кого-то из вас, я не исключаю, жизнь прожить, говорят, не поле перейти, правда? И я думаю, те, кто человек семейный, много лет со мной согласятся. Гладко не бывает. Всегда есть что-то, что как нашла коса на камень. 5 кубков нам говорит о том, что над разбитой чашкой не рыдают. Выбрасывают осколки и моют пол. Мне очень нравится эта фраза Клаудио Пенейро. И поэтому следующее у нас как бы или перед ней предшествующий нулевой аркан как раз и говорит о том, что ну есть какая-то перезагрузка. Нам нужно как перевести отношения на новый уровень. Так как было прежде, может быть, не пойдет. Или если мы говорим про пару,
Тогда именно на вашу пару будут оказывать влияние те вопросы, которые больше связаны с бытом, я бы даже так сказала. Вот тут именно то, что по быту приходит. Место нахождения или планируемое перемещение, вопросы конкретно дома, вопросы недвижимости или домочадцев, кто с вами проживает в доме или с кем вы, да, находитесь. Здесь могут вот именно вот эти на злобу дня, то, что касается благополучия, может быть, мои дорогие. Может быть и развязка, которая, как я говорила, Венера и Меркурий проходят, 3 недели вместе, да, на фоне вот этой большой ретроградности в ретро-движении. Поэтому какие-то нерешенные вопросы вы окончательно поставите в чем-то точку, нет смысла. Нет смысла горевать, нет смысла опять там словно притягивать что-то из прошлого или из прошлого каким-то методом пользоваться заново. Тут явно методы какие-то вы будете менять, а я бы сказала, новые горизонты ваша пара будет менять. Вы знаете, я скажу так, здесь могут состояться еще в паре, тоже, кстати, вот тайны, да, может быть, те ненужные советчики, которые как раздрай какой-то, да, или ненужной энергии споров привносили в вашу пару, или обостряли какие-то отношения, может быть, иногда из разряда близких. Вот вы, знаете, как ясности будет больше, именно потому, опять же, не случайно Солнце, потому что в откровенном разговоре вы вдруг проясните, что просто друг друга недопоняли. А со стороны, которые находились, да, или каким-то образом воздействовали, они усилили многократно вот эту неразбериху. А если бы вот этих третьих лиц не было, так и не было бы каких-то конфликтов, не было бы, наверное, вот этой самой путаницы. Если мы говорим классическая путаница, она будет именно связана с людьми. Может быть так, с советчиками или с доброжелателями, опять же, в кавычках. Для тех, кто один или одна. Состоится ли новое знакомство? Конечно, возможности есть. Мне нечего добавить. Давайте откроем следующую карту. И для тех, тут тоже нечего добавить, потому что карта любви, это, знаете, как тюльпаномания. Раньше, много веков тому назад, это именно тюльпан, как символ примирения, так и символ любви. И все же у нас как раз и говорят о том, что тут будет что-то неожиданно, может быть, и меняться. Будьте готовы к тому, что вам может захотеться примириться, к конкретному человеку или прояснить, опять же, какой-то разговор. Здесь отношения проходят трансформацию. Посмотрите, 9 – это всегда число такое вибрирующее, перемен. Поэтому, скорее всего, какой-то почетный компромисс вам предстоит совершить. Давайте я достану дополнительную карту. Выход из одиночества может быть. Кстати, мудрое решение. Может быть, не все так однозначно понятно, да? Есть всегда те вопросы, которые для нас как скрытый смысл. Но, значит, в этом так мудро надо будет разобраться. Здесь будет явно какое-то предложение, или контакт, или приятная новость. Предложение все-таки я больше вижу так, потому что по тузу кубков здесь соединяются возможность встречи, важных диалогов, да, причем тех, которые основаны на взаимопонимании. Может быть, ситуация будет еще связана с тем, что вы куда-то поедете, встретитесь в какой-то неформальной обстановке, да, с конкретным человеком. Или вот сложные отношения, когда вы сумеете даже важные беседы, опять же, вот сменив обстановку, почему так говорю? Туз кубков – это любовь, это радость, это вот амброзия через край. Мудрые решения совершенно точно будут необходимы, потому что лучезарная дельта – умение увидеть на пару шагов вперед, целесообразность, надобность, но еще и рыбы, а рыбы – это у нас деньги и путешествия. Вот есть и практика, критерии истины, но есть и чувства, мои дорогие, есть и продолжение. Здесь могут оба прийти к этому выводу, что да, мы нужны друг другу. И если и были какие-то шероховатости, значит, в вашей паре, так и для вас, и для партнера будут идти более добрые энергии. По крайней мере, я вижу так. Что-то прояснить, договориться, перевести ваши отношения на несколько иной уровень. Вот тут перемены прям по всем статьям. И об этом нам в самом начале и говорили.
карты и пасьянса, и посмотрите аркан колесницы, ведь это тоже перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации, гороскопы на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимой всегда.